Привет всем! Сегодня мы посмотрим на крутую Анфису. Вот видите, она крутая. Но даже у нее случаются иногда промахи. Сегодня рассказ про один такой промах, как Анфиса упустила мышь. А мышь, разумеется, поймал котик Вилли. Это у нас Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзее. Как видите, краски осени. И котик Вилли, он немножко на диете, поэтому вынужден сам заниматься своим пропитанием. И он сидит, ждет мышь. Тактика охоты кота простая. Он сидит, выжидает и слушает. А пока он там сидел, слушал, я сходил на пирс и посмотрел, как Анфиса ведет бой с лебедями. Прошло около 10 минут. Кот сидит как вкопанный. Вот такая она охота, Вилечкина. Требует усидчивости. Как видите, терпение Вилечки было вознаграждено. В зубах у него мышь. И он пришел ее показать. Показать котятам, показать нам. В общем-то, это ритуал, он должен похвастаться. Похвастаться, поиграть и потом перекусить. Короче, Вилли поймал мышь, притащил сюда. Арчик наблюдал, и Анфиса пришла. Анфиса перехватила. Анфиса ее перехватила, погнала. Вот Анфиса и упустила, естественно. А мышь спряталась вот в этом кусте. Это что у нас за куст? Гортензия. В гортензии тут. Вилечка за ними наблюдает, как старшой, а эти два балбеса, они мышу упустили. Арчик куда-то побежал. Да, он не видел, что там мышь есть. Не, он видел мышь, он из дома наблюдал, да. Он бегает, ее так ищет по Он окрестностям. думает, может, она туда уже отбежала, надо вот подальше периметр посмотреть. Какой красивый котик. Да. А Анфиска сейчас свое упущение пытается наверстать. Так, ну Арчик все. Арчик двинул прямиком куда положено. Я видела, куда мышь убежала. Да. Она убежала под эту. Ты им не говори. Пусть у мыши будет шанс. Так, сейчас эта Вилечка Анфиске надавал, потому что она всю охоту испортила. Она не испортила, она потому что ему прям под нос Она лезет под нос, и она мешает ему. толкает, А он знает, как его правильно, чуть ли да. Надо чуть ли сидеть. не на голову ему запрыгивает. Ну да, а он знает, что надо сидеть, ждать и внимательно слушать. Она не знает, она бегает, суетится. Тем более, что это был его завтрак. Да, это был его завтрак. А тем более, что никакой мыши там уже нет, а мышь уже убежала. Ирина видела. Так, он уже перелез. Вон он уже. Вон он, Ир. Это значит черный. Это черный там по ту сторону. Он не успел бы перелезть. Про то, куда Арчик перелазит, смотрите в конце ролика. Так. Ну что, Анфиска, упустила мышу? Из-под куста, из-под этого, как его, кипарисовик. Из-под него трудно будет достать, потому что он такой... Ну, мышь-то повезло ей, значит. Молодец она. Ну, ненадолго, конечно. Вилечка ее отпустил, стал, как он играет всегда. Тут прибежала Анфиска и стала ее Она убежала, Анфиска за ней, Вилечка смотрел. А где Анфиса? Она с той стороны, а Арчик тут где-то. Да. А Анфиска с той стороны куста. И Анфиса за ним побежала, за мышью, а мыша раз под гортензию, и все. Да А Вилечка вот сейчас вот говорит, вот ворона Она же. где-то в куст залезла. Анфиска уже залезла вообще сама, под куст залезла, и там, смотрите, куст шевелится как. Она в куст залезла, а нет, вон Да нет, вон выглядывает. она пытается там что-то найти. Че, ворона? Упустила. Опять Вилечке мешаешь, сейчас рычать на тебя будет. Не мешай охотиться. Вот Сейчас лезет, вот так, лезет. лезет. Вот видишь, он вот так. Обратите внимание, как ловко сопротивляется Анфиска и не дает себя лупить. Вот такая молодец. Видишь же, она, можно сказать, котика завтрака лишила. Вкусно. И еще путается под ногами. Не путается, она его отталкивает. Да, говорит, да я сама, говорит, да знает, как ты Так, а ты- сама. Видели уже, говорит, как ты сама. Вилечка расстроен. конечно. Нет, Это было- он знает, где мышь. Вот Ну, конечно, он знает, он по запаху, по слуху. А нюхает. эти только суетятся вот и мешают. И пытался научить, ну что толку вот. Вообще-то это был его завтрак. Ну, завтрак его был, да. Он сейчас у нас по еде котика ограничиваем. Так,
Так, он проверил, здесь нет. Здесь нету. Говорит, куда же она смоталась? А Анфиска все ищет, ищет. Смотри, хвост Вон они, один торчит. лебеди, летают. Вон Ну целая там лебедя на команда. другой стороне, почему-то с утра их не было. Вон они летят, целая стая. Это семья вот эта вот. Они А вот там летят лебеди, действительно. далеко. Они разворот делают. Ага, они на разворот пошли точно. Развернулись и А назад. там еще другие на воде плавают. А их много, там двое на воде, да. Трое. А эта семья, видимо, учится летать. К зиме готовится, к перелету Перелёт. готовится. Ну что, Вилечка, мы тебе искренне сочувствуем. Племянники, у тебя какие-то троечники. Он ее не упустит. Ну, он ее все равно поймает, конечно. Ну, если только мышь не затаится там совсем. Мыши они не дают. Ну, Он вот. знает. Он все знает. Все из-за Анфиски. Ну, Из-за ее характера такого беспокойного. Нет, чтобы сидеть и слушать. не, она так не может. А нет, она так не может. У нее вожжа там под хвостом. Так, вот Вилечка вообще в расстроенных чувствах. Да, он рассердился. Он Ну, уже конечно, рассердился. Сейчас лучше ему не попадаться. Он, конечно, не против был, чтобы Не, с так мышью нет, он принес им поиграли, да, показать. Он показать и поиграть, ну вот так вот, чтобы вот так вот Ну, его... такой бестолковости он не Нет, ожидал. чтобы его оттеснили, оттолкнули. Из-под носа у него, он сидит, слушает, а у него под носом начинается вот это деятельность. Нет, он такого терпеть не мог. Да. Вот тебе и ситуация. Когда она наконец догадается, что она в этот куст убежала. Сейчас они наконец-то убедятся, что в этом кусте нету. Ну все, она уже поняла. Уже подозревает. Сейчас Анфиска опять нарвется на тумаки. Да, ей наплевать. Она Да, она на спину легла, и давай лапами, махать лапами давай. отбилась, легко отбилась. О, Арченко Он же прибежал. не всерьез, он так. А она за мышью Всё. прибежала, она же снизу была. Она была снизу. Она, похоже, поняла, где мышь. Она была снизу. Так. Да, давай. Опа. Вот. Ты за Арчиком смотри, как бы он опять Смотри, не смотри. свинтил. Так, опять Вилечка ей по морде говорит, не лезь, я сам тут занимаюсь. Потому что вторая мышь, что ли, сидит. Ну, кто его знает. Где наш солнечный зайчик-то? Вон там, да. А по соседней территории черный кот ходит. Ну, Он великолепно. уже ушел. Ну, он там был. Или Но я ему с утра поставил, он, скорее всего, съел и пошел. Анфиска, А где? зарапортовалась ты сегодня? Котика расстроила. Вон, котик пошел расстроенный. Да ладно. Ну, чё, ладно. Еще ни одна мышь от него не уходила. С его как-то терпением. И настойчивостью. Выдержкой и терпением. Скоро будет развитие событий. Это он выслеживал, я даже не знаю, может он Нет, здесь ну я ночью, ходил, с я когда утра. на пирс ходил, он сидел. Я его Да, снял. Я когда выходила рано-рано утром, он уже там сидел. Уже сидел? А Да. вот я назад шел с пирса, и он все еще сидел. И он ее долго выслеживал. Принес этим показать. Вот смотрите. И вот результат. Упустили. У котика всё пошло не так. И этот черный тоже как-то мимо пошел. Ну, Арчик По-моему, ходит все еще птичка. в надежде что-нибудь обнаружить. Анфиска. А кот сидит насупленный. Насупленный он кот. Он ждет, когда все успокоятся. Когда И- всё и это, можно тогда будет он опять спокойно поймать. Спокойно пойдет и будет это. Выслеживать и ловить. Да. Все будет по правилам. Как и надо. Без этой суеты. Анфиска, лезешь ты вот поберет батьки. Вот. А я видел, как это происходило. Он сидит Вилли, мышь лежит вот там. Он над ней. И она перед ним. Протиснулась, и эту мышь давай вот лапой, и мышь побежала. И она за ней. За ней, и упустила. Она не знает, как правильно. А Вилечка даже понять ничего не успел. А когда понял, было уже поздно. Не надо так драматизировать. Ну чего, подзатыльники оба получили. И Анфиска, и Арчику достала. Так,
под горячую руку попали. Ходит, деловуха. Котик опять в центре внимания. Ну, И котик, ему да. тоже нравится. А потому что он центровой котик. Ну куда забираешься? Эй, Смотри, что там. она хвост демонстрирует на самом деле. С Она, разных да, ракурсов. все старается таким образом развернуться, чтобы хвост было видно. Вот смотрите, какая красивая, говорит. Ну, красиво. Ну, красиво, конечно. Вилечка сказал: да ну вас нафиг, говорит, бестолковые. Вот. И лежит в расстроенных чувствах. У него тут такая лежанка многоярусная. Ему нравится. Он тут проводит много времени. А вот вечером перед сном уже открываю террасу, зову. Вот он тогда домой заходит. А вечером он дремлет тут. Ну, на свежем воздухе, все правильно. Ну что, Анфиска упустила мышь, и Вилечка опять у того же самого куста. То есть диспозиция, которая была с утра, она повторяется уже ближе к обеду. То есть Вилли решил, что мышь не могла никуда пойти, кроме как вернуться к этому кусту. И пошел ее опять ловить. На самом деле я сужу с моей дилетантской точки зрения. Я не специалист в ловле мышей, в отличие от кота. На канале есть много видео, как он мышей ловит. Вот, поэтому он четко знает. И вот результат. Идет опять с мышью в пасти. Молодец. Анфиса, у тебя шанс еще одну мышь упустить за сегодня. Однако Вилечка уже научен горьким опытом. Потащил мышь. Да, Вилечка, я тебя понимаю. Этим доверять нельзя. Опять упустят. События с мышами обычно разворачиваются на этой лужайке. Вот перед домом. Посмотрите 4-ю серию эпопеи про котят. Как кот Вилли учил их ловить мышей. Так, помощники летят. На всех парах. Ну, понятно, что Вилечка повторения ошибки не допустит, поэтому я сейчас отойду подальше, чтобы не наблюдать в деталях то, что будет происходить. Вот. Ну, сели, смотрят, но Вилли уже контроля не выпускает. А вообще он в последнее время опять стал довольно активно ловить мышей. Было некоторое время, мыши пропали. Сейчас их опять довольно много, и ему регулярно везет. Вот. Ну, котик очень опытный охотник. Посмотрите, на канале есть видео, мастер-класс котика Вилли. Ну вот эти подошли тоже, нюхают, им разрешили понюхать, посмотреть, но Вилли уже полностью контролирует. Все, я отхожу подальше, потому что, Вилли, похоже, все-таки позавтракает. Теперь про Арчика, который у нас убегает. Будет пара роликов на канале. То есть Арчик, вот смотрите, это он на соседней территории. Это соседний участок слева, и Арчик там разгуливает. Он считает, что это круто. Мы так не считаем, поэтому были предприняты меры. Ну, посмотрите, будет 2 видео про вот эту проблемку. А сейчас я вам покажу трейлер сериала про котят для тех, кто на канале в первый раз. А потом мы вернемся к нашему разговору. Смотрите сериал на канале. Теперь про текст на видео, который иногда у кого-то появляется. Это субтитры. Справа внизу есть кнопка, просто нажмите на нее, и субтитры исчезнут и не будут вам мешать. Все просто.
Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!